Скрытая под слоем песка, смежная с эпохой фараонов, в сердце Египта была найдена загадочная пирамида. Первые признаки ее присутствия археологи заметили случайно, когда сильный ветер неожиданно оголил часть ее вершины. Эта находка сразу же привлекла внимание исследователей со всего мира. Им предстояло выяснить, что за тайны скрывает это древнее сооружение. При первых же раскопках внутри пирамиды были обнаружены необычные иероглифы, несвойственные известным ранее египетским текстам. Эти символы, на первый взгляд, показались каким-то археологическим курьезом, однако по мере расшифровки они начали открывать перед учеными поразительные рассказы о потерянных технологиях и знаниях. Под толщей песка обнаружились обширные коридоры и комнаты, расписанные загадочными символами, которые уводили вглубь пирамиды. Все вызывало множество вопросов, не имеющих пока ответов. Почему этот памятник так долго оставался скрытым? Что или кто предполагалось скрыть внутри него? И зачем оставили эти неведомые иероглифы? Каждый день приносил новые открытия, ведь вскоре стало ясно, что пирамида – это не просто древнее захоронение, а нечто, что имело значение гораздо более масштабное. Продвигаясь дальше, археологи обнаружили странные металлические конструкции, которые, казалось, не вписываются в представление о технологиях и возможностях Древнего Египта. Вопросы множились, и стало понятно, что это только начало больших открытий. Открытия, что позволят узнать, какие еще секреты сокрыты в этом сооружении, непременно удивят даже самых скептически настроенных ученых. В глубине обнаруженных залов археологи столкнулись с иероглифами, которые отличались от всего, что они когда-либо видели. Эти символы, отличающиеся сложностью, были запечатлены на специальных пластинах, сделанных из неизвестного металла. Никто не мог объяснить, каким образом древние египтяне могли создать такие детальные гравировки на столь прочном материале. Древние тексты после первых попыток расшифровки начали рассказывать невероятные истории о путешествиях сквозь время. Ученые, изучив их, обнаружили упоминание об устройстве, которое, возможно, могло изменять течение времени. Иероглифы изобиловали изображениями звезд и небесных тел, словно древние египтяне обладали познаниями о космосе, которые значительно превышали их время. Одной из самых удивительных находок стало схематическое изображение устройства, напоминающего современный механизм. Это устройство состояло из нескольких вращающихся колец и крест-накрест расположенных линий, что наводило на мысли о сложных механизмах даже по современным меркам. Неожиданным дополнением к этому стали личные дневники фараонов, в которых упоминались странные путешественники, прибывшие из других эпох. Этот загадочный шифр, скрытый в иероглифах, оказался ключом к пониманию того, что эта пирамида может быть чем-то большим, чем просто местом упокоения. Вопрос оставался открытым. Возможно ли, что древние египтяне действительно имели доступ к технологиям, которые сегодня кажутся нам невероятными? Разгадка этих иероглифов могла бы пролить свет на многие неразрешенные загадки и, возможно, открыть двери к разгадке тайны машины времени. Ступая дальше вглубь пирамиды, археологи не могли отделаться от чувства, что сооружение само по себе живет вне времени. Постепенно исследователи начали понимать, что пирамида значительно отличается от всех известных египетских построек. Стены, как будто выточенные из одного массива камня, без видимых стыков, поражали точностью и современностью линий. Некоторые из них казались будто отполированы до зеркального блеска, отражая свет факелов и создавая игру теней, которая сбивала с толку даже опытных специалистов. В одном из залов исследователи натолкнулись на огромный камень, который по всей логике места и времени казался невозможным для перемещения или обработки древними египтянами. Более того, структура пирамиды напоминала сложный механизм. Она была наполнена скрытыми коридорами, исчезающими ступеньками и даже элементами, смахивающими на древние ловушки. Однако все это оказалось частью единого целого, системы, которая работала без ошибочных допущений. Изучая пространство, археологи заметили особую звуковую акустику. Звуки шепота разносились по залам, словно отголоски древних голосов. Это феноменальное явление не поддавалось логике и напоминало о древних легендах, в которых пирамиды описывались живыми существами. Эти акустические особенности могли быть частью более сложной системы передачи информации или даже способом общения с потусторонним миром. На этом этапе стало ясно, что пирамида – это не просто кладезь знаний и история, но и сооружение, противоречащее привычной логике. Она становилась монументом загадок Древнего Египта, оставляя современных ученых на пороге новых открытий. Каждое новое открытие порождало еще больше вопросов, и одно из самых интригующих, что же за устройство скрыто в сердце этого удивительного архитектурного чуда.
Исследователи, углубившись в тайны пирамиды, наткнулись на центральный зал, который мог содержать ответы на многие загадки. В центре зала располагалось нечто похожее на массивный алтарь, усыпанный загадочными механизмами и устройствами, которые, казалось, бросали вызов пониманию современными учеными. На алтаре выделялся артефакт, состоящий из медных и золотых колец, вращающихся вокруг аметистового центра. Этот артефакт, по-видимому, был сердцем устройства для путешествий во времени. Сложный механизм из множества шестеренок и пружин создавал впечатление, что его создатели обладали знанием, недоступным даже сегодня. Особое внимание привлекала система зеркал, расположенная по периметру зала, которые играли роль неких линз, концентрируя свет в определенные точки механизма. Возможно, они усиливали энергию Солнца или иной неизвестной силы, необходимой для активации устройства. Кроме того, на стенах были изображены сцены движения светил и странных летающих объектов, что наводило на мысли о внеземных контактах или помощи извне. Каждый новый элемент привносил в исследование дополнительные загадки. Как древние египтяне могли реализовать такой замысел, если их технологии были далеки от подобных сложных механизмов? Возможно ли, что они имели доступ к знаниям через контакты с представителями иных цивилизаций или получили их от потерянных цивилизаций прошлого? Эти вопросы подчеркивают важность дальнейших исследований этой пирамиды. В то время как археологи продолжали свои исследования, нарастало ощущение, что пирамида, возможно, не одноразово использовалась для путешествий. Древние записи, обнаруженные в соседних комнатах, упоминали о вратарях времени, охранявших устройство и следивших за тем, чтобы его использовали только избранные. Невероятное чувство погружения в эпоху, когда тайны времени и пространства могли быть доступны, создавало атмосферу, напоминающую о лучших научно-фантастических произведениях. Вопрос, нависший над всеми: может ли это устройство действительно изменить наш взгляд на прошлое и открыть новые горизонты для будущих поколений? Погружаясь все глубже в недра загадочной пирамиды, археологи, как бы поддаваясь магии времени, натолкнулись на удивительные открытия. В центре одного из залов их взору предстали роскошные фрески, изображающие странные сцены с людьми, облаченными в необычные одеяния, которые явно не соответствовали эпохе фараонов. В некоторых изображениях фигурировали небесные явления, такие как кометы и звезды, оформленные с детальной точностью, что свидетельствовало о необычных астрономических знаниях древних египтян. За одной из стен была скрыта тайная комната, в которой обнаружились артефакты, схожие с современными навигационными приборами. Компасы и астролябии, изготовленные из металла, который не поддавался известным тогда методам обработки, заставили исследователей усомниться в привычных догмах о технических возможностях древней цивилизации. Эти предметы несли на себе древние символы, напоминающие карты звездного неба, что указывало на более глубокие знания о космосе. В углу той же комнаты располагались металлические сферы и цилиндры, которые, казалось, могли быть частью более сложного механизма. Они были тщательно инкрустированы золотом и серебром и наводили на мысли о каком-то неизвестном устройстве. Археологи предположили, что они могли быть частью конструкции, связанной с перемещением во времени, поскольку рядом были найдены записи, явно намекающие на взаимодействие с временем и пространством. Под одной из плит, оказавшихся капсулой времени, открылись свитки, написанные на пергаменте, который чудом сохранился. Эти свитки содержали сложные математические формулы и описания, которые, казалось, объясняли работу механизма времени. Этот архив древних знаний, притягивающий своей мистикой и загадочностью, ставил перед археологами все новые вопросы. Как могла цивилизация, существовавшая тысячи лет назад, обладать настолько глубокими знаниями о времени и пространстве? Продолжая исследовать таинственную пирамиду, археологи обнаружили свидетельства, которые заставляли пересмотреть привычные представления о технологиях древних цивилизаций. В одной из боковых комнат, скрытой за массивными каменными плитами, была найдена коллекция артефактов, напоминающих современные устройства. Среди этих находок выделялись небольшие металлические шестеренки и миниатюрные механизмы. Они были невероятно точно изготовлены, что вызывало удивление у ученых, так как подобная сложность выполнения считалась невозможной для древних египтян. Особенное внимание привлекли странные стеклянные устройства, которые напоминали линзы или призмы. Эти элементы могли быть частью древней оптической системы, что предполагало наличие у древних египтян знаний в области оптики. Некоторые из них были инкрустированы сложными узорами и даже имели нанесенные на поверхность символы, схожие с иероглифами, найденными ранее.
зрения. Вероятно, эти устройства использовались для сбора или концентрации света, что подтверждало предположение о наличии в пирамиде системы, связанной с передачей или преобразованием энергии. Также были найдены следы неизвестного сплава, чрезвычайно легкого, но при этом прочного. Это открытие стало настоящей сенсацией, так как такой материал не был известен в то время и не мог быть создан с помощью известных технологий египтян. Этот сплав использовался в конструкции небольших цилиндров, которые, как предполагали ученые, могли выполнять функцию аккумуляторов или энергонакопителей. Эти находки подтверждали, что древние египтяне могли иметь доступ к крайне продвинутым технологиям, которые могли помочь в создании устройства для путешествий во времени. Все эти открытия ставили перед учеными новый вопрос. Возможно ли, что в те времена существовали другие цивилизации, передавшие свои знания египтянам? Или египтяне каким-то образом сами открыли эти технологии? Эти находки, казалось, были только малой частью загадок, ожидавших своего часа быть разгаданными, и археологи с нетерпением ждали возможности углубиться в еще более древние секреты. Связь древних египтян с неразгаданными энергиями времени и пространства никогда не была столь очевидной, как после недавних событий вокруг пирамиды. С самого начала раскопок ученые столкнулись с мистическими явлениями. Вокруг пирамиды участились магнитные аномалии, которые не поддавались объяснению современными приборами. Компасы и другие навигационные устройства странно себя вели, указывая в противоположные направления или вовсе выходя из строя. Эти феномены поддерживали теорию о наличии некой скрытой энергии, управляемой пирамидой. При этом наибольший интерес вызывали необычные световые вспышки, которые наблюдались по ночам на вершине пирамиды. Эти загадочные огни, заливающие пустыню, казались свидетельством неведомой деятельности. Некоторые записывали их на видео, и всякий раз, воспроизводя материал, можно было заметить, что световые пятна движутся, как будто следуя определенной траектории. Возможно, они связаны с системой зеркал и линз, обнаруженных внутри пирамиды. Кроме того, множественные свидетели сообщали о странной звуковой аномалии, шорохах и эхе, которые неожиданно пронзали тишину пустыни. Эти звуки были похожи на неразборчивую речь, вызывая ощущение, будто древние шепты вокруг. Они стали предметом многочисленных исследований, и ученые, проводившие акустический анализ, были удивлены, обнаружив определенные частоты, которые не могли быть созданы природным образом. Это только подогревало интерес к устройству, которое, возможно, составляло основу всех этих чудес. Все эти аномалии и странности заставляли исследователей задуматься о том, какие тайны еще скрывает это сооружение. Очевидно, пирамида обладала свойствами, которые наука пока не в состоянии объяснить. Эти энергетические вспышки и звуки могли быть не просто эффектами, а ключом к разгадке механизма путешествия во времени. Впереди еще много нераскрытых загадок, но все знаки указывали на то, что древняя пирамида хранит ответы на вопросы, которые лишь начинают раскрывать перед нами свои секреты. Погружаясь все глубже в недра пирамиды, археологи начали обнаруживать эпохальные свидетельства, которые, казалось, бросали вызов истории. Фрески, покрывающие внутренние стены, изображали сцены, которые не могли оставить равнодушными даже самых скептичных ученых. На них были изображены люди в одеждах, явно не соответствующих древнему Египту, а также разнообразные небесные тела, такие как кометы и звезды. Эти изображения удивляли точностью, с которой были прорисованы астрономические явления, что намекало на наличие у древних египтян обширных знаний о космосе. Отдельно выделялись сцены, в которых люди, казалось, взаимодействовали с некими аппаратурами или механизмами. Одной из таких находок стали древние навигационные приборы и карты звездного неба, выполненные с удивительной детализацией. Некоторые из артефактов, найденные неподалеку от этих фресок, были сделаны из неизвестных металлов, что заставило ученых предположить, что это могут быть остатки древних технологий. Возможно, эти механизмы играли важную роль в путешествиях сквозь время. Возле одной из стен археологи наткнулись на набор предметов, напоминающих элементы навигационного оборудования, компасы и астролябии, выполненные с использованием неведомого материала. Эти находки подтвердили гипотезу о том, что древние цивилизации могли обладать знаниями, которые мы только начинаем понимать. Возможно, эти предметы использовались в системе пространственно-временных переходов, которые древние египтяне, по всей видимости, могли контролировать. Среди множества находок особенно выделялись документы, которые представляли собой своеобразные хроники. Они содержали записи, описывающие путешествия во времени и пространство, и упоминали, что некоторые из этих путешественников вернулись с важной информацией о будущем.
будущем. Это открытие стало настоящим прорывом, указывая на то, что, возможно, пирамида действительно служила воротами между мирами. Тайны, скрытые под ее сводами, могли раскрыть перед нами новые горизонты и дать представление о том, как древние цивилизации понимали и взаимодействовали с временем. Среди всех удивительных открытий, обнаруженных в пирамиде, одними из самых захватывающих были предания, свидетельствующие о путешественниках во времени. Эти древние тексты, спрятанные в потайных комнатах, содержали рассказы о людях, пришедших из других эпох. Легенды, казалось, документировали их путешествия через века, описывая странные устройства и события, которые невозможно объяснить с точки зрения известных исторических фактов. В одной из комнат нашлись потрепанные свитки, в которых рассказывалось о человеке, явившемся в Египет из далекого будущего. Этот странник, по словам текстов, обладал знаниями и технологиями, которые поражали воображение местных жителей. Свитки подробно описывали его взаимодействие с фараонами и мудрецами того времени, которые старались постичь невиданные ими ранее науки. Он, как утверждалось, делился сведениями о звездах и космосе, предсказаниями о природных катаклизмах и даже о принесении новых культурных достижений. Также были найдены фрагменты керамики и статуэток, изображавших странных созданий и людей в экзотических одеждах, не схожих с типичными для Египта эпохи фараонов. Эти артефакты, по всей видимости, представляли собой память о людях, перенесшихся во времени, и оставили заметный след в сознании древних египтян. На отдельных табличках, выполненных из неизвестного материала, были выгравированы хроники путешествий, описывающие периоды, совершенно не похожие на привычную древнюю историю. Ученые предположили, что эти таблички могли служить своеобразными путеводителями в пространственно-временных путях, доступных лишь избранным. В тексты были вплетены загадочные символы и шифры, которые до сих пор остаются нерешенной головоломкой для исследователей. Эти предания, удивительно переплетающие мифы и факты, продолжали оставаться загадкой, но при этом предлагали разгадку тайны, которую древние египтяне, возможно, постигли. Истории, хранящиеся в этих свитках и табличках, бросают вызов современным представлениям о времени и пространстве. Эта захватывающая находка, безусловно, открывает новые перспективы для исследования древних цивилизаций и их взаимодействия с тем, что сегодня кажется невероятным. Исследование пирамиды и совокупность всех полученных данных заставили ученых пересмотреть свои убеждения о возможностях древних цивилизаций. Современная наука, взвесив все открытия, сталкивается с вопросом, на который до сих пор не существует однозначного ответа. Возможно ли путешествие во времени в реальности? С одной стороны, археологические находки и зафиксированные свидетельства говорят о том, что древние египтяне обладали определенными знаниями, которые позволяют предположить наличие у них высоких технологий. Но с другой стороны, сколько бы ни было открыто парадоксальных фактов, сегодняшняя наука не располагает средствами, способными перемещать нас в пространственно-временном континууме таким образом, как описано в древних источниках. Пытаясь понять способы, которыми древние египтяне могли воплотить идеи путешествий во времени, ученые обратились к физике и астрономии. Например, теоретические модели, такие как кротовые норы и искривление времени, предполагают возможность путешествия, но все это пока остается лишь гипотезами, далекими от практической реализации. Более того, найденные в пирамиде артефакты и механизмы, хоть и удивляют своей сложностью и точностью, не дают четких доказательств существования настоящей машины времени. И все-таки удивительно, как древние египтяне, не обладая современными технологиями, могли создавать настолько сложные системы и конструкции. Возможно, они обладали неизвестными нам методами познания или использовали утраченные ныне знания. Тем не менее, пока ни один современный ученый не готов заявить, что путешествие во времени реальнее фантастики. Вся внушительная картина, собранная из фресок, артефактов и текстов, скорее является отражением удивительных возможностей человеческого воображения и интеллекта, нежели доказательством того, что время можно победить. И, возможно, именно поэтому древние пирамиды Египта продолжают быть такой загадкой, бросающий вызов времени и знаниям.